Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнеру, и сегодня мы познакомимся с таким дексом, как NomiSwap. Ну, если, наверное, с просонья посмотреть на вот эту картинку, которую вы видите перед собой, можно ее легко и непринужденно спутать с такой декс, как BSwap. Вуаля! И этот обзор я постараюсь сделать в ключе его сравнения с площадкой BSwap, потому что здесь очень много общего, и вы, думаю, сейчас это быстренько увидите. Есть такая централизированная биржа, как Nominex, она существует уже примерно 4 года, все с ней в порядке, она хорошо работает, и у нее даже, вот видите, официальный брокер это Binance. Всю свою ликвидность, в общем-то, они там гоняют через Binance. Существует она уже 4 года, и нативный ее токен это NMX. Ну, классический биржевой токен, который дает там преимущества при стейкинге, там для участия в каких-то акциях, ну и так далее. Все, в общем, как мы любим и знаем. А NomiSwap это их DEX, который они открыли вот буквально недавно, с 30 декабря 2021 года. То бишь этой бирже всего лишь полгода. И кто помнит старый дизайн BSwap, то вообще не ошибетесь, когда скажете, что он точно такой же. И цветовая гамма тоже примерно одинаковая, такие черно-синие тона. То есть после обновления, конечно, у нас изменилось меню. Раньше у нас было вот меню здесь сбоку, все было точно так же. Не только в дизайне, но и в продуктах, которые они предлагают, очень четко прослеживается то, что они не то что копировали, они как минимум вдохновлялись и пытались взять все самое лучшее, что есть на бирже BSwap. Но, как видите, они прошли еще только полпути биржи BSwap, но стараются делать чуточку лучше, чем делает BSwap. И это нам очень интересно, так как мы знаем, что на бирже BSwap было очень легко заработать в самом начале. Были продажи NFT Robi, которые можно было перепродавать сразу x2, x3, кто их прокачивал, мог еще больше зарабатывать. Потом как раз, в принципе, в одно и то же время, когда запускался NomiSwap, стартовала игра в кальмара на бирже BSwap, и там просто вообще была раздача денег. Ну и, конечно, гигантские проценты на любой децентрализованной бирже в качестве привлечения клиентов присутствуют всегда. BSwap просуществовал уже год. NomiSwap просуществовал полгода, как раз вот сравним, какие они дают ставки по фарму и по ланчпулу. Да, будем, конечно же, следить за развитием NomiSwap и надеемся, что они также придумают какие-то очень прикольные доходные штуки, такие, какие были на BSwap. В чем была особенность BSwap? BSwap это первая DEX с реферальной программой и самой низкой комиссией 0,1%. Вот это то, как бы с чем стартовало и там на транспарантах выходил BSwap. Nominex. Что дает Nominex? Nominex это первая DEX, у которой двухуровневая реферальная программа. Если у нас на BSwap реферальные отчисления идут от обмена, от фарминга и стейкинга, то здесь у нас идет все то же самое. Вот видите, на первой же странице у них, ну, кроме того, что сейчас есть только фарминг и стейкинг, никаких других плюшек, типа там NFT маркета или своих каких-то геймфайв у них пока что нет. И это говорит о том, что мы, по крайней мере, на это еще сюда не опоздали. Есть реферальная программа, как у BSwap, и есть Binary реферальная программа, то бишь двухуровня, но что, я думаю, очень поможет им в продвижении. Комиссия у них также 0,1%, но при определенных условиях вы можете довести свою комиссию на обмен до нуля. То есть вы можете на этой бирже обмениваться бесплатно, не платя никакую комиссию, если сюда вложите определенное количество денег. Здесь есть прогрессивная шкала бонусов. Так же самое, как на BSwap есть Holders Pool, здесь тоже есть такое понятие, как Holders Bonus, у которого есть своя градация. Ссылку на вот этот файл, где собрана вся информация по поводу NomiSwap, я оставлю в описании. Также, что общее у них с BSwap, это то, что они оба работают на сети Binance Smart Chain. И вот буквально на днях они в своем официальном телеграме запустили вот такой вот пост, что они на данный момент вышли на 5-е место в сети Binance среди всех декстов по такому показателю, как TVL. TVL это Total Value Locked. В общем, общее количество денег, которые размещены на этой бирже, ну в данном случае это фарм и стейкинг. Других вроде продуктов здесь пока что нет. И они вышли уже на 5-е место. Это, в общем-то, очень круто. BSwap всеми силами пытается переплюнуть PancakeSwap, и я думаю, в скором времени это ему получится. То NomiSwap следует по пятам за BSwap. Вот так вот, кстати, выглядит график BSwap. В то время, когда биткоин пробивал 18 тысяч, BSwap уже в 4-й раз, ну можно сказать, ну ладно, в 3-й раз подошел к своему дну, который, я надеюсь, удержит, и мы получим отсюда хороший отскок. Картина вообще по токену BSV очень прекрасная, то есть он 4 раза подходил, вот раз, два, три, 4 к цене в $2, и это все одно большое гигантское накопление. И когда будет разворот на рынке, держите токены минимум до 2. Даже не пытайтесь продавать ничего раньше 2. Я думаю, что на следующем бычьем рынке мы сразу же будем улетать далеко за $2.
А пока что накапливайте токены BSV, пока есть возможность. Теперь давайте пойдем поглядим на токен NMX. У токена NMX история, конечно, немножко другая, потому что изначально он появился на централизованной бирже Nominex, а теперь он так же самое, естественно, является общим токеном Nominex биржи CEX и NomiSwap биржи DEX. История токена не такая уже большая, с 4 месяца 2021 года, то есть чуть больше года этому токену. Я также зарегистрировался на бирже Nominex, ссылку на нее тоже оставлю в описании. В качестве диверсификации можете часть средств и сюда перевести. Но смотрите, сейчас мы зайдем в маркет, и здесь тоже, в принципе, тона очень похожи на BSwap. Давайте посмотрим на самой бирже, когда у нее начались торги. Здесь будет максимально полная история. И что у нас здесь, в общем-то, было. Получается, токен в конце 2021 года запустился. Немного странная ситуация получается с токеном NMX. Если мы зайдем на CoinMarketCap, то мы увидим, что он торгуется по данным CoinMarketCap только на PancakeSwap. То, что тут нету NomiSwap, это понятно, но почему здесь нету нативной биржи Nominex, я как бы не понимаю. И получается, здесь у нас история идет с апреля 2021 года, то на самой бирже Nominex у нас токен торгуется с декабря 2021 года. То есть с момента появления DEX появился токен. Почему его не было на бирже, когда она существует 4 года, а токен торговался раньше, мне немножко непонятно. Потому что на бирже у нас мы видим график только с этого момента, когда он доходил здесь до 2. То есть, а вот этой всей истории слева мы не видим. Но тем не менее на Pancake токен успел хайпануть, каким-то образом он сходил до 7 и потом опустился до $1. Это его была минимальная цена. И на данный момент его цена также $15. $10. В принципе, это все подтверждает. И потому сейчас, кстати, очень неплохое время прикупить себе этих токенов в долгосрок. И что мы сегодня, в принципе, с вами сделаем. Немножко положим там в фарм или в Launch Pool. Если зайти на NomiSwap в раздел Launch Pool, то мы видим, что сейчас здесь стейкается их токен под 116% годовых. И больше, в принципе, здесь сейчас ничего нет. Даже если нажать на финиш, то тоже ничего пока что мы не видим. В то время как на BSwap, кстати, тоже выбор не шибко большой. Но у нас есть Holder Pool, который дает нам бонусы. Особенность Holders Pool переняли на себе и NomiSwap'овцы. Так, потом у нас есть еще Exos, но это у нас было IDO, потому у нас здесь появилось. И относительно свежие две пары. Да, это у нас двойная пара вы стейкаете BSV, получаете BSV и BNB. Здесь был хороший процент. И появилась относительно пару дней назад вторая новая пара BSV плюс эфир в качестве награды под 80%. Как видите, то есть здесь тоже, на самом деле, если отбросить вот эти последние два пула и отбросить Exos, то как бы здесь ничего и не будет, кроме как стейкай BSV и получай BSV. Так что у Nominex, в общем-то, все в порядке здесь. А теперь давайте перейдем в раздел Farm. И в фарме у нас здесь довольно много чего есть. Здесь у нас есть, как минимум, я вижу 3 пары с родной монеткой Nominex в паре к доллару, к BUSD и к BNB. Понятное дело, сеть Binance, потому у нас здесь два представителя сети Binance. Также вы здесь видите, есть такое понятие у них, как уровень фарминга. И я сейчас нахожусь на уровне новичок, так сказать, потому что я ничего сюда не вложил. Если мы перейдем сюда, то мы увидим, что если я вкладываю сюда 100%, это у меня получается уровень партнер, я получу реферальных отчислений 5%, за стейкинг 5%, за торговлю 20% возврата комиссии. Еще там какой-то еще Team Trading Reward. Следующий уровень это будет 300%. То есть я получу 25% за возврат средств. И если я положу сюда 10 тысяч долларов, то я буду получать 40% на возврат средств. И торговый дисконт у меня получится 100%. Вот таким образом нужно положить сюда десятку баксов, чтобы вы торговали на этой площадке бесплатно. Давайте теперь мы поищем и сравним некоторые пары из тех, которые у нас есть. Поскольку Nominex у нас площадка помоложе, то есть здесь проценты должны быть повыше. Допустим, родную монетку мы брать там не будем. Здесь в любом случае будет процент выше. Давайте мы откроем на BSwap раздел фарма и посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Так, а ну-ка. ADA в паре с BNB.
Здесь у нас out of pairs USDT, кстати, 88%. По-моему, там я видел GMT токен. Давайте возьмем GMT в паре со стейблом 68%. Здесь же у нас GMT 177%, ребята. Так что здесь, как видите, намного выгоднее сейчас. А если GST, там должен быть вообще космический процент. GST 243 у нас дает, а здесь у нас GST дает 162. Ну, тут APR. Обращайте внимание, что у нас это APR. APR вот 162, а IPY вообще 400. Ну, кстати, сейчас вообще неплохое время, да, даже тот же GST немножко прикупить. А на самом деле у меня в степне лежит 500 GST. Ну, жаль, конечно, что они у меня в сети Solana. Ну, их, короче, проще вывести, ну, точнее, продать в USDC, в кошельке Solana, вывести эти USDC и купить на том же NomiSwap эти GST, ну, либо GMT, и положить здесь в стейкинг. Ну, лучше GMT, это можно их тут на долгосрок положить. Ну, и GST по 243% APR тоже неплохо. Давайте еще поглядим, что у нас здесь есть такого интересного. Стейкать BNB можно по 32% годовых. Напоминаю, что здесь указывается APR, то есть это чистый процент, без реинвеста. DOT, ну, смотрите, DOT, ADA по 88-89%, Litecoin 85%, ну, GST, GMT смотрели, Uni 132%, AVAX 130, ну, это все хорошие монетки, Mana 138, Cent у меня тоже, кстати, есть, лежит на кошельке. Можно сюда его, в принципе, закинуть. Давайте, в принципе, сейчас это мы попробуем сделать. Sandbox это прикольная штука. Я немножко себе купил на падении. Так, прошло подтверждение сети. Ну, это сеть Binance, то есть все будет работать точно так же, как и работает на Biswap. Нажимаем на Stake LP. Но у нас пар еще нет. Нажимаем на Get LP. Получить пару. Так, берем. У меня 227 сенда. Значит, мне нужно положить сюда 182 USDC. Давайте это сделаем. Давайте вот это лишнее мы, конечно же, уберем. На кой черт оно нам надо. И нажимаем Supply. Давайте добавим, кстати, MetaMask, чтобы они тут отображались. Пусть будут. Так, возвращаемся в фарм. Ищем наш токен Send. Detail. Нажимаем Stake LP. Максимум у меня, то есть 203. И нажимаем Confirm. Так, ну и вуаля, то есть $365 суммарно я сюда положил. И что там калькулятор говорил, что через год у меня будет типа 1000 баксов. Что-то вроде этого, да? Ну, в общем, пусть лежат. Send это у нас на очень надолго. Чтобы нам повышать наш уровень фарминга, нам нужно что-нибудь именно с NMX. Если мы же вернемся в Launch Pool, то мы здесь увидим такое понятие, как Holder бонус, который у нас увеличивается в зависимости от того, сколько дней мы здесь храним монетки. Вот если перейти в справочник в раздел держателя, то мы увидим, что наш бонус будет, если мы фармим 7 дней, то у нас бонус будет 20, ну и так далее. Бонус будет увеличиваться. Утроить, учетверить, ушестерить в 10 раз. Будет увеличиваться наш бонус. Так, ну, я нажал Enable, давайте попробуем застейкать. У меня их, естественно, на балансе нет. Нажимаем Buy. Давайте возьмем соточку USDT и здесь NMX. Здесь NMX. Чуть-чуть подождали, прогрузились. То есть я покупаю на $100 токен NMX по цене $15. Нажимаю Enable USDT, потому что первый раз я вот только с вами подключился к этой бирже. Соответственно, мне на все монеты нужно давать разрешение. Ну и нажимаю Swap. Добавляем сразу в MetaMask. Так, вот уже монетки нам зачислились. Нажимаем Max. И нажимаем Confirm. Нет, давайте отменим. Потому что... Ну, что-то мне не нравится цифра 99. Надо было сразу. Хотел 101 поменять. Давайте еще на $10. Так, подтверждение прошло. У меня 95 NMX. И нажимаем Confirm. Ну, в общем, все. Ждем, дни идут. Будет увеличиваться мой холдер бонус.
Ну и монетки будут расти. Цена в $1. Неплохо для начала входа. И уже пошли зарабатываться монетки NMX. Как видите, уже он 13 там миллионных или 100-тысячных мне начислили. Также, если мы вернемся на главную страничку, мы здесь еще увидим такое понятие, как Analytics. И можно зайти сюда посмотреть, кстати, это то, что тоже довольно долго делали бисваповцы. И вы найдите, ребята, 10 отличий. Вы это видите? Вот это бисвап, а вот это номисвап. Ну просто один в один сдирают и не стесняются. Так, ну и что мы здесь видим? То есть ликвидность 68 миллионов. На бисвапе у нас ликвидность 272 миллиона. Объем за 24 часа 90 миллионов. Здесь объем 9 миллионов, то есть 10-кратная разница. Далее у нас идут топ-10 токенов по объемам. Это у нас Tether, BNB, BTC, Эфир, Nominex, Dogecoin, USD и Solana. По пулам у нас самый популярный пул USDT с BNB, потом Bitcoin, Эфир к BNB. И на четвертом месте у нас токен NMX и Doge. Ну, в общем-то, здесь любители Doge и Solana тусуются. Ну, кроме классических еще Эфира, Binance и биткоина. Ну, а внизу идет история транзакций. Я думал, это мои транзакции, но нет, это транзакции общие. Чтобы перейти на вот этот файлик с информацией, вы можете внизу нажать Knowledge Base. Это вот именно и есть та ссылка. Так, что еще у нас интересного по токену Nominex? Опять же, сравнивая его с бисвапом, максимальное количество токена NMX всего лишь 200 миллионов. Это очень мало. Даже если мы поглядим на довольно малое количество токена BSV, это 700 миллионов их было всего, но из них уже сожжено 34 миллиона, и всего в обороте находится 267 миллионов. То есть это, в принципе, даже бисвап имеет такие скромные показатели по количеству токенов, это, конечно же, хорошо. То Nominex еще меньше имеет этих токенов, всего лишь 200 миллионов, то бишь в 6 раз меньше. И суммарно их сейчас в обороте 35, то есть там в 8 раз меньше, чем токенов бисвап в обороте. Ну, в общем, ребятки, такое у нас было первое знакомство. Заходите в раздел фарма, поищите, там, может, есть какие-то монетки, которые вам нравятся, под довольно неплохой процент, их сейчас там можно разместить. Ну, биржа имеет уже неплохую историю, то есть централизированная биржа у них уже существует 4 года, аудит Certic на NamiSwap прошел. Ну, еще чуть не забыл посмотреть. Вот смотрите, вот так вот выглядит дорожная карта NamiSwap. Давайте, что они уже сделали. Первая версия обменника, то есть фарминг NMX к USDT, реферальная программа, фарминг стейкинг на пулах, что-то опять же с NMX к пулам и смарт-контракт аудитинг они прошли, да. Что у них в ближайшее время? Листинг на CoinGecko, CoinMarketCap, потому что там информации, ну, о самой бирже децентрализованной нет, о токене есть, естественно. Аналитика, кстати, уже готова. На SwapFi кэшбэк, я так понимаю, тоже уже готов. Реферальная программа тоже уже работает. То есть это немножко, мне кажется, картинка устарела. Personal Info Dashboard тоже есть. Новые пулы, бустинг, это вроде тоже есть. Давайте на планы. Ну да, оно в прогрессе. Может, что-то не до конца доделано, но вроде как сделано. В планах концентрированная ликвидность. Не знаю, что такое. Мультироутинг, это, я так понимаю, наверное, между сетями. Biswap, кстати, тоже там же что-то планирует сделать, какой-то мост к какому-то другому блокчейну, забыл какому. Торговля на других дексах через NamiSwap, это что, какой-то агрегатор они хотят сюда притулить, что ли? Какой-то банк, PG, простой фарминг на DEX через CEX. Ну, у них есть возможность вот эти вот преимущества, которые есть у NamiSwap, кроме того, что они меньше. Чем компания меньше, тем больше она платит денег, ну, тем больше у нее гибкости. Еще, как один из факторов преимущества, у них есть, да, свой CEX, и там можно тоже какие-то вот такие, видите, кросс-системы строить. Multi-chains, ну да, то, о чем я говорил, и запускают свою лотерею. Вот, кстати, посмотрим, что у них будет из лотереи. Надеюсь, они будут повторять за бисвапом и дальше, и придумают туда какой-то геймфайм, лотерей и все остальное. Кстати, через полгода у них же будет день рождения, получается. Как раз в конце года у них будет день рождения, так что stay tuned, как говорится. Ребята, подписывайтесь на Telegram, чтобы не пропустить новости. Будем следить вместе. Ну, в общем, красиво, правильно, нарисовано, чек-лист, все отлично. Ну и вот точно так же выглядит это все дело, чек-лист на бисвапе.
Ну, один в один. Но это неплохо, если ты подражаешь лучшему, то это же неплохо. Так что какую-то определенную часть средств можно направить сюда. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.